Друзья, приветствую на канале. Сегодня готовлю очень вкусный пирожная картошка в кето-варианте. Пирожная картошка не содержит глютен и добавленный сахар. Они подойдут для всех, кто не употребляет простые углеводы, либо придерживается кето-питания. Все особенности рецепта смотрите в рекомендациях. Прежде всего, эритритол необходимо пробить в блендере до состояния сладкой пудры. Если у вас нет эритритола, пробить можно любой подсластитель. Количество подсластителя регулируйте согласно рекомендациям производителя. Но в любом случае любой подсластитель нужно пробивать блендером, так как растворимость подсластителя, в отличие от сахара, очень низкая. В яйца всыпаю эритритол и соль. Вымешиваю на высоких оборотах миксера до пышной яичной смеси. Добавляю сметану. Всыпаю всю миндальную муку и разрыхлитель. Перемешиваю на низких оборотах миксера до получения миндального теста. На противень, предварительно смоченный водой, выкладываю пекарскую бумагу. Фиксирую пекарскую бумагу на противне. Выкладываю тесто на пекарскую бумагу. И распределяю тесто по всей площади листа. Противень с тестом убираю в заранее разогретую до 190 градусов духовку на 15 минут. Готовность выпечки проверяйте по внешнему виду. Для крема в масло добавляю эритритольную пудру. Вымешиваю на высоких оборотах миксера, чтобы масло стало пышное и светлое. Готовый масляный крем убираю в холодильник. Друзья, я выпекал тесто в режиме конвекции. Если у вас нет конвекции, то возможно время выпекания может быть увеличено на 5 минут. Ориентируйтесь по своей духовке всегда. Корж оставляю на решетке до полного остывания. Остывший бисквит разламываю на мелкую крошку. Вот в таком виде убираю в холодильник, чтобы корж основательно охладился и можно его перетереть на более мелкую крошку. Обрезки от миндальных коржей охладил в холодильнике, чтобы крошка лучше получилась, потому что я сейчас буду пробивать в блендере. Порционно добавляю в блендер фрагменты миндального коржа. Пробиваю блендером до получения мелкой миндальной крошки. Друзья, вот у меня полностью крошка готова. Я ее всю пробил в блендере. Она, обратите внимание, очень мелкая, без явных крупных фрагментов. Добавляю охлажденный масляный крем. Вымешиваю ложкой, чтобы масляный крем основательно вмешался в миндальную крошку. Друзья, но если вы готовите для семьи, для себя, вы можете просто замешивать все рукой. Так будет быстрее значительно. И удобней, как подсказывают. Массу на пирожную картошку распределяю по емкости. Вот в таком виде убираю в холодильник, чтобы масса на пирожную картошку полностью охладилась и с ней проще было работать. Миндальную основу при помощи ложки собираю в ладонь и формирую пирожную картошку. Размер пирожной картошки определяйте на свое усмотрение. Затем укладываю пирожная картошка в какао-порошок и обваливаю его там. Выкладываю на тарелку. И таким образом формирую все пирожные картошки. Если вы не любитель какао-порошка, вы можете просто лишнее вот так стряхивать кисточкой. Друзья, еще чтобы окончательно не испачкать пирожную картошку внутри какао, сначала вот так формируйте в ладони, не прикасаясь пальцами, которые в какао. И как только вы сформировали более-менее готовую заготовку, потом можете уже подключить пальцы и обваливать в какао-порошке. Друзья, пирожные картошки сформировал. И теперь украшу их грецкими орехами. Вы можете украсить любыми орехами, которые у вас есть в наличии. Пирожную картошку убираю в холодильник для охлаждения и стабилизации. Пирожная картошка в кето-варианте
Дегустация. По вкусу как настоящая пирожная картошка, только здесь миндальная основа. Они такие же очень вкусные и нежные. Поэтому готовьте, уверен, вам понравится. Все? Все. Друзья, спасибо, что смотрите мой канал, ставите лайки, пишите комментарии, делитесь моими рецептами в своих социальных сетях. И увидимся в следующем видео.